Приветствую вас, дорогие зрители моего маленького скромного канальца. Я очень рад, что предыдущий выпуск уже на полке нашел среди вас довольно неплохой отклик. Было много хороших комментариев, много хороших оценок. Было, кстати, много поздравлений. За это отдельное вам спасибо. И я вдвойне рад, потому что производство подобных видео для меня является, честно говоря, задачей не очень-то и сложной, и при этом не менее приятной. И это, в общем-то, говорит о том, что мы будем с вами видеться чаще. Разве это не прекрасно? Ведь в промежутке между производством сложных выпусков, таких как «Немного о» или «Игры Кинотека», над которой я, кстати, сейчас тружусь, я могу снимать вот такие вот легкие видео. И буду это делать, но пока у меня не закончится, наверное, для вас что-нибудь интересное. И, собственно, чего дальше тянуть со вступлением? Второй выпуск уже на полке. Поехали! 1991 году, когда на домашних консолях от Nintendo уже вовсю буйствовали черепахи с именами великих художников и скульпторов эпохи Возрождения, компания Rare прикинула, что ниша игровых мордобоев еще достаточно свободна, чтобы выпустить своего представителя жанра с зеленомордыми созданиями в главных ролях. Но теперь это были уже не 4 черепашки-мутанта, а 3 антропоморфных жабы – Рэш, Зиц и Пимпл. Именно они стали главными героями серии игр под названием Battletoads, которая довольно быстро обрела огромную популярность и впоследствии обзавелась не только портами на другие самые популярные консоли, и не только сиквелами, но и зубодробительным кроссовером с другими популярнейшими игровыми персонажами – Билли и Джимми из серии Double Dragon. Главным отличием игр серии явилась не только очень высокая сложность, заставившая понервничать не одно поколение геймеров, но и весьма интересная особенность главных героев, а именно трансформация их конечностей в различного рода калечащие врагов предметы, от огромных ботинок и кулаков до каменных молотов и бульдозерных ковшей. Однако, несмотря на бешеную популярность в мире видеоигр, боевые жабы не снискали таковую в других развлекательных отраслях. Пилотный выпуск телевизионного шоу оказался крайне низкого качества, так и оставшись единственной серией. А крайне малочисленные игрушки от компании Just Toys получили настолько маленькие тиражи, что сейчас эти низкосортные резиновые изделия стоят довольно приличных денег. Говорить же о более дорогих и качественных фигурках и вовсе не приходится, их попросту официально не выпускалось. Максимум, что можно найти сейчас, это немногочисленные изделия ручной работы. При этом чаще всего они либо далеки от оригинала в плане внешнего сходства, либо далеки от такого понятия, как качество. Но фигурка ручной работы, о которой пойдет речь сегодня, не имеет никакого отношения к вышесказанному. Она прекрасна во всем, от своего дизайна до качества. И тем приятнее мне вам о ней рассказывать, что ее автором является наша с вами соотечественница, девушка по имени Лина, в интернет-среде более известная как Big Bad Wolf или Линк Винчестер. И я, конечно же, размещу в описании к ролику ссылку на группу автора. И если вас заинтересует увиденное, вы с легкостью сможете задать все вопросы. Ни в коем случае не подумайте, что это реклама. Мой канал еще слишком маленький для того, чтобы что-то рекламировать. Тут скорее вспоминается поговорка о том, что таланты надо поддерживать, а бездарности пробьются сами. И это как раз тот самый случай, когда талант действительно хочется поддержать. А я, в свою очередь, уже приступлю к рассказу о том, как эта фигурка попала ко мне в руки и что, собственно, она из себя представляет. В 2015 году, в январе, в торговом центре «Город Хобби» в Москве прошла ярмарка «А-ну-ка G-Базар». И одним из авторов, который привез для ярмарки свои работы, была девушка Лина. И помимо других своих фигурок, она привезла, собственно, вот эту вот жабу. И эта самая жаба меня прилично так душила. Я ходил и облизывался и думал, а стоит ли мне тратить 2000 рублей, а по-моему именно столько она и стоила, на то, чтобы купить фигурку, которую я, в общем-то, как-то и не собираю, и к которым отношусь, ну, с достаточно такой теплотой, конечно, но умеренной. Вот, и я так ходил, думал, и пока я думал, я обратил внимание, что фигурку уже купили. И в этот момент я уже расстроился, подумал, ну как же так, ну чё ж я не забрал-то ее себе. И в конце ярмарки моя жена, которая провела со мной там же весь день, принесла мне и подарила эту фигурку. Говорит, это я ее купила, на вот тебе подарок.
Я, конечно, был очень рад. Теперь эта фигурка стоит у меня на полке, радует мои глаза. И я надеюсь, будет радовать и ваши глаза, потому что сейчас я уже наконец-то покажу вам, что она из себя представляет. Итак, мы с вами видим фигурку Рэша из игры Battletoads. И первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, собственно, на дизайн этой фигурки, который, на мой взгляд, просто великолепен. Прежде всего бросается в глаза, что у фигурки смещен центр тяжести, то есть, посмотрите, из-за этого огромного ботинка она немножко перевешивает сюда, но это абсолютно не важно, потому что она абсолютно устойчивая, она отлично стоит. Подставка выполнена в виде логотипа игры Battletoads, а на обратной стороне мы видим логотип автора. Так вот, мало того, что она сделана довольно сложно технически, при этом посмотрите на сам образ Рэша, он абсолютно узнаваемый, он нигде не какой-то деформированный, он не какой-то стилизованный, он именно такой, каким, собственно, и должен быть. Что прекрасно. И давайте, раз уж мы начали про ботинок, самое главное, что в дизайне присутствует, это отражен процесс игры. То есть мы видим фигурку, которая бьет воображаемого врага, да, вот этим вот огромным ботинком. Это та самая фишка, которая отличает серии Battletoads. Согласитесь, что это очень круто, что она отражена вот в этой вот фигурке. И следующее, наверное, на что мне стоит обратить внимание, это ее детализация. И что касается детализации, ну, тут также у меня нет абсолютно никаких упреков. Давайте начнем с этого самого ботинка, да, посмотрите, как выполнен он. Все складки, все вот эти вот колечки, подошва. Дальше наколенник вот с этими вот шипами, которые острые. Все складки на теле, там где надо, пресс. Посмотрите на мышцы спины. Мышцы спины проработаны просто великолепно. Все, да, в принципе, все мышцы проработаны. Посмотрите, икры, ягодичные мышцы, спина, трицепс, бицепс, вены на руках. Видно все до мельчайших подробностей. Там, где должны быть какие-то складки, там, где должны быть какие-то трещинки или что-то подобное, все проработано до мельчайших деталей. Морда у лягушки, включая зубы, десны, включая очки, на которых прокрашен блик. Все сделано просто великолепно. И про покраску, да, покраска также, ну, не вызывает никаких нареканий. Вообще эта фигурка, на мой взгляд, это такое небольшое произведение искусства. Посмотрите на покраску. Она, во-первых, не очень равномерная, и сделано это намеренно. Там, где части такие чуть более выступающие, зеленый цвет чуть светлее. То, что должно находиться в тени, чуть темнее. Кроме того, мне очень нравится, как подобраны цвета. Во-первых, сам зеленый цвет, он великолепен. Он не какой-то ядовитый, не раздражающий глаз, он подобран отлично. Желтый цвет отлично с ним сочетается. Посмотрите на очки, они также прокрашены очень хорошо. Нигде ничего не вылезает, все очень аккуратно. Мне также очень нравится цвет вот этих повязок. Мне нравится, что они не ядовито-красные, не какие-то яркие. Они такие немножко грязноватого такого оттенка. И это добавляет фигурке какого-то реализма, если можно так выразиться. Собственно, и что я вам могу еще сказать? Ну, вы сами видите, насколько великолепно сделана эта работа. Смотря на нее, я даже не понимаю, что это ручная работа. То есть эту фигурку впору выпускать как официальный мерчендайз для серии Battletoads. И если вдруг там когда-нибудь это видео увидит кто-нибудь, кто может повлиять на это, ну, люди, я бы на самом деле связался бы с автором и как-то обсудил бы этот вопрос, потому что фигурка действительно великолепна. Знаете, вообще я видел довольно много фигурок ручной работы, не только Battletoads, а вообще разных персонажей. И всегда, ну практически всегда они, ну, немного смущают по своему дизайну, да, немного смущают, что они немножко деформированы как-то, немножко где-то кривоваты. Ну, то есть видно такой немножко ручной труд, который немного неаккуратен, да. Тут же у меня, и как я уже сказал, нет никаких нареканий. Фигурка прекрасна.
Фигурка радует глаз, особенно фаната игры Battletoads. А кто из нас, тех, кто играл в игры Battletoads, не является фанатом этой серии? Ну, конечно, эта серия просто великолепна. И поэтому эта фигурка, это, конечно, клад для любого фаната игры. И я вам говорил про ее стоимость. Сейчас, когда я смотрю на нее, я понимаю, что она стоила не то что 2000 рублей, она стоит гораздо дороже, потому что это, конечно, гигантский труд. Ну вот, собственно, и все, что я хотел вам сегодня показать. Если вам было интересно и вы хотите, чтобы рубрика развивалась, вы, конечно, знаете, что делать. Если было неинтересно, вы тоже знаете, что делать. А я надеюсь, что мы скоро увидимся вновь. Ну а на этом все, пока. Пока!